Всем привет! Сегодня мы обсудим такую темочку, как новый подбор в нашем Карибском море, который нам дал вот этот тот самый баланс. Возможно, сейчас увидите какую-то вырезку с чужого видоса, как это выглядит, да? Вот эти это в Карибском море, кто у нас не знает, идет выбор команд, то есть берется два самых сильных альянса, да, и они сразу автоматически закидываются в две разные коалиции и становятся противниками друг другу. И дальше они уже по очереди набирают себе команду, да, то есть там сбалансированная система, на самом деле, которая звучит как очень хорошая система и должна добавить, больше баланса в эту игру. Но сейчас мы посмотрим на одних хуесосок, которые просто выебали эту систему и показали, что как бы абсолютно недоработанная пока что идет вещь. Сейчас все вам продемонстрируем, и минусы этой системы, и все сразу будет ясно. Сразу скажу, я к этой самой системе отношусь положительно, и мне кажется, что это то, чего игре как раз таки не хватало, да, чтобы сильные альянсы становились противниками друг другу и дальше воевали. И скорее всего в вашем поле, где вы играете и так далее, будет баланс хороший, и вы будете получать хорошие качественные зарубы. Но будет как минимум одно ссаное поле с одними уебанами, которые так играть не будут. И не будут играть по этим правилам. А именно, сейчас все это могут посмотреть абсолютно. Да, то есть видео выйдет, вы можете также зайти. Соответственно, мы ищем Карибское море. Нажимаем просмотр. У нас открываются поля. Я все поля смотреть не буду, это сейчас идет классическое завоевание. Соответственно, здесь конкуренция намного меньше, да, например, то есть у нас нету там золота 1, нет эпика и так далее. То есть у нас тут только вот золото 2. Итак, мы переходим в золото 002. И здесь мы обращаем внимание вот на этих вот хуесосок. Слева у нас Burn 148, справа у нас DD 118. На 100% я не знаю, лидеры ли они команд, но могу это предполагать с хорошей такой уверенностью. Как бы могу сказать, что я уверен, что эти два альянса, они лидеры своих коалиций. Смотрим, в чем же прикол. Да, 17 миллиардов, заходим в участников. Хоба, Найс Джожо, 127 коллекционер. Все понятно, да? Чел играет в классике, он вот все вот время, которое он играет в классике, и ему по кайфу как бы вот так вот. Заходим в альянс DD 118. Также у нас тут 20 миллиардов практически. И заходим сюда в лидеры. 124 коллекционер, да, также там типа около миллиарда силы, да, 12 миллионов убийств. Всегда эти типы со своего рождения играли в классике. И в последнее время они очень часто попадались друг с другом в завоеваниях. Вот эти два, собственно, альянса. И они всегда просто заключали с собой мирку и ебали всю карту. Ну, потому что ты этому киту можешь противопоставить, тем более в классике. У него абсолютно все юниты 9.2, максималки, чертежи там плюс-плюс и интенсивка там по 300. Это абсолютно никак не контрится, да, то есть, он может выебать соло альянс и не заметить этого, да. Так вот, новая система логично распределила их в разные коалиции, потому что это база, потому что, сильные альянсы не должны заключать мирку, а должны играть против друг друга. Так что же, соответственно, здесь не так? Сейчас вы будете видеть эту картинку, я прикреплю просто вырезку, да, чтобы мы все понимали, о ком идет речь, кто союзник, кто враг, кому, да, вот мы видим НК-17,
Люкс, КДТХ и Берн в одной коалиции, да, УА, С-21, РМ, ДД в другой коалиции, да. Заходим смотреть поле боя. Что же у нас тут интересного? Альянс Берн у нас здесь. Вот они простроились. С-21 это их враг. Они его закрыли в зоне, да, соответственно, ну, они тут никак не выйдут, да, но тут сейчас никто не стоит, видимо, С-21 полностью ушел на ферму. Дальше идем. А вот тут уже интересно. Почему-то КДТХ тоже сидит в зоне. И почему-то, блядь, Берн им ставит штаб перед сейф-зоной. Казалось бы, они же союзники, да. Ну и дальше у нас они закрывают РМ, который их враг, и забирают еще город у Люкс, который их союзник. Да, ну, как бы окей. Тут мы все поняли, да? Но что же, дерутся ли Берн и ДД? Они же враги друг другу. Тут мы никакой как бы войны не видим. Не видим там, чтобы они оба строились к городу, там пиздились за него. Ничего такого нет. Зато мы смотрим, а здесь у нас просто какого-то хуя стоит аэропорт Берн. И как бы вот он, окружен ДДшками, все в порядке у них. Да. Спускаемся сюда. А у нас тут стоит ДД под защитой Бернов. Да, напоминаю, что для ДД вот этот зеленый альянс НК-17, для ДД он враг. Но для Берн он союзник. Но смотрим, что же такое. Получается, Берн защищают своих врагов от своего союзника. Ну, типа... И вообще-то тут как бы летает над базой ДТ самолет Бернов, вот этот китовый истребитель. И его база не бьет, абсолютно ему похуй. Вот он в самом центре, да, вот там картиночка. Ну, так, плохо видно, но вот он в самом центре этой базы летает, ему никакого урона не наносится. Так что же они сделали? Очевидно, что их выберут в две разные коалиции, их закинет. Но они же как бы... Зачем китам играть друг против друга? Ну, блядь, не в этом же смысл игры-то нахуй, не в каком-то соревновательном духе абсолютно. Смысл игры в том, чтобы, ну, ебать фри-то-плей, ебать фермеров и как бы, ну, все, вот это весь смысл игры. И, соответственно, они, будучи в разных коалициях, просто расторгли все мирные договоры внутри своих коалиций и заключили мирный договор друг с другом. Охуенно. А нахуй, собственно, тогда эта система? Ну, как бы в данном конкретном случае я понимаю, что все эти альянсы, которые против них играют, это ебаные фермеры, которым, ну, на которых всем похуй. Я это прекрасно понимаю. Но тем не менее, блять, они все сидят в сейф-зоне из-за этих двух ебланов. Просто. Которые суд поиграть друг против друга. Ну, нахуя? Нахуя донатить 1000 баксов на резервы, да, играя друг против друга, когда можно, типа, фри-каточку сыграть, как это всегда и происходит. В защиту новой системы можно сказать, что, конечно, все их союзники получат все награды, несмотря на то, что с ними расторгли мирные договоры. То есть они все равно как бы остались вот в этой некой изначальной коалиции. Соответственно, когда у нас там условно Берн возьмет центр, ДД возьмет 5 поселений, все равно там 3 альянса остальные, да, ну, 3 альянса получат награду за 5 поселений, 3 альянса получат награду за центр. Все. Но как бы разве смысл этой системы в этом, блядь? Ну, очевидно, что нет. То есть, и как эту систему пофиксить? На самом деле, у меня нет какой-то прям стратегии, прям чтобы я такой высказал, что, блядь, здесь вы делаете так, здесь так, нахуй, и все будет заебись работать. Ну, вот конкретно с этими двумя хуесосами я, блядь, не знаю, что надо сделать, чтобы все работало, потому что, ну, эти ебланы, очевидно, не будут играть друг против друга. Я не знаю, ну, пока что должно случиться, чтобы они играли друг против друга, да. Но как минимум надо полностью удалить возможность расторгать мирные договоры и заключать мирные договоры, да. И
Соответственно, надо добавить еще возможность покидать ключевые какие-то точки, да, то есть города покинуть, да, покинуть центр, покинуть там какой-нибудь порт, блиндаж, форт и так далее. Оружейный завод, чтобы просто их можно было покинуть. Потому что сейчас, да, когда вы хотите это передать под контроль другому альянсу, вам надо с ним, получается, расторгнуть мирный договор, чтобы он сжег вашу территорию, и после этого только он ее захватывает. Соответственно, если эту функцию убрать, то надо обязательно добавить функцию того, чтобы, соответственно, можно было покидать ключевые точки. Но конкретно вот данную ситуацию это никак как будто не решит. Они все равно будут, просто не будут они летать друг над другом. Не будут они ставить свой самолет над базой своих врагов, да, как это сейчас. Врагов, которые как бы вообще-то должны быть враги, да, не будут. Просто будут играть раздельно, но зато они не смогут как бы, пиздить своих союзников. В общем, эта система, она просто запрети расторгать мирный договор и станет чуть-чуть лучше. Станет чуть-чуть сложнее играть таким долбоебом, как эти два альянса. Но, конечно, тут хотелось бы какое-то прям вау гениальное решение получить от Лилит по данному вопросу, потому что, это полный пиздец. И вот мне очень жаль эти 6 альянсов, которые как бы, им все, им делать нехуй абсолютно. Выходить из зоны на их месте абсолютно никакого смысла не имеет. Зачем? Они и так, во-первых, они и так получат все награды, а во-вторых, их и так выебут в любом случае. С какой бы стороны они ни вышли, придет 124-й коллектор и выебет соло весь альянс. Вот это просто был видос на то, чтобы побомбить. Обязательно заходите в наш телеграм-чатик, в нем уже больше 200 участников. Там не происходит, так скажем, ничего какого-то вау интересного. Это чатик для вас. То есть, если вас что-то беспокоит, или вы хотите про что-то рассказать, или поделиться каким-то новым наблюдением по игре, да, каким-то лайфхаком, какой-то своей стратегией, показать, скинуть свой сетап офицеров и спросить, оно вообще как, нормально, пацаны, что скажете? И вам там всегда практически, всегда ответят. Там всегда кто-то есть, и этот кто-то вам всегда ответит и поделится своим мнением. Да, и вы уже будете сравнивать, кто из вас больше прав, собственно, условно. Да, вы будете, обмениваться своими знаниями. Можно в этом чатике и нужно. Также там постятся все актуальные промокодики, да, из важного. То есть вы просто заходите условно в чат, видите там несколько промокодов и просто их Ctrl-C, Ctrl-V, хоп-хоп, взяли сразу, все ввели и все. И все кайфуют. Абсолютно никаких там платных функций, платного контента никакого абсолютно там нет. Какого-то определенного контента только для Телеграма там нет. То есть там именно просто игроки. И я в том числе просто как игрок абсолютно делюсь каким-то своим опытом, да, и другие игроки делятся своим и, соответственно, советуют и так далее. Вот. Заходите обязательно каждому новому участнику. Всегда рады. Тем более недавно мы пробили некоторую такую красивую цифру. Недавно у нас такой небольшой юбилейчик произошел. 100 тысяч сообщений в чате. Да, вот сейчас на данный момент их там примерно 104 тысячи сообщений. Вот. Чатику у нас всего он существует 7 месяцев. Вот мы его в декабре создали. Все, на этом все. Просто хотелось побомбить, просто рассказать, что есть такие вот пидорасы, да, Альянс Burn, Альянс ДД, пожалуйста, выебите там всех в